Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания! Если бы мне год назад сказали, что я буду торговать зажигалками в другом мире, я бы покрутила пальцем у виска и посоветовала собеседнику лечь отдохнуть. А потом пошла бы за валерьянкой. Для себя, разумеется, не для собеседника. Но все по порядку. Меня зовут Алена. Фамилию опущу. Не потому, что стыжусь, а потому что в мире, где я сейчас живу, фамилии не носят. Здесь вообще много чего не носят. Например, нижнее белье, но об этом как-нибудь в другой раз. Я-то уже привыкла, и меня этим не удивишь. А вот вас, боюсь, да. Я работала... Нет, правильнее будет сказать, служила. Поскольку зарплату мне платили раз в 3 месяца и всегда продуктами. В лавке торговца старьем. Лавка располагалась в городе Эльдерия, столице одноименного королевства, и принадлежала гному по имени Борных Седая Борода. Он же Борных Прокисшее Пиво, если верить вывеске, которую кто-то шутливо подправил ночью. Борных был гномом до мозга костей, то есть до последнего волоска его бороды, заплетенный в 7 косичек. Лавка торговала всем подряд. Сломанными мечами, треснувшими горшками, книгами без последних страниц и плащами, которые давно перестали быть непромокаемыми. Моей задачей было протирать пыль, выслушивать причитания Борныха и ни под каким предлогом не заходить в подсобку. Последнее правило, разумеется, было первым, которое я нарушила. Нет, нарушила я его не из любопытства. Из любопытства я нарушала правило не есть прилавочные сухари, которых Борных считал товаром. Подсобку же я открыла потому, что из нее доносился стук. Ритмичный, настойчивый, словно кто-то колотил изнутри. «Борных», — позвала я, — «у тебя там кто-то заперт?» Гнома не было. Он ушел на еженедельную попойку с собратьями по цеху, которая обычно заканчивалась его выкатыванием из таверны пьяный тролль в состоянии бревна. Так что разобраться со стуком мне предстояло в одиночестве. Подсобка была маленькой, темной и пахла так, как пахнут все подсобки мира – мышами, сыростью и тайнами. В углу стоял сундук, старый, дубовый, окованный медью, с замком, который давно проржавел и болтался, как гнилой зуб. И сундук стучал. Нет, не сундук. Изнутри сундука кто-то колотил в крышку. Я стояла над ним, сжимая в руке метлу. Мое единственное оружие против пыли и, как выяснилось, против неизведанного. И размышляла. Размышления мои были коротки и сводились к одному. Открыть или не открыть. Сундуки в Эльдерии штука коварная. В них живут домовые, прячутся беглые преступники, а иногда, если очень повезет, можно наткнуться на портал в соседнее королевство, через которые местные аристократы забегают к любовницам. Но то, что произошло со мной, не влезало ни в одну классификацию. Я подняла крышку, и из сундука высунулась рука. Женская, с обгрызенными ногтями, облупившимся лаком цвета розовая катастрофа и зажатой в кулаке пачкой лапши быстрого приготовления. «Алена!» — донесся из глубины сундука голос, который я узнала бы из 1000. «Тащи меня! У меня тут что-то заело!» Я не тащила. Я села на пол и несколько секунд просто дышала, потому что ноги отказались держать меня в вертикальном положении. Голос принадлежал Светке. Светке, которая осталась на земле, когда меня, как это принято называть в романах, которые я никогда не читала, занесло в этот мир. Занесло меня сюда полгода назад, в результате какого-то абсурдного стечения обстоятельств, о котором я расскажу как-нибудь потом, когда найду подходящие слова. Но пока их нет. Слов, я имею в виду, подходящих. А Светка осталась на земле, а я в Элдерии. Между нами пропасть.
через которую невозможно ни позвонить, ни написать, ни даже послать голубя. И вот Светкина рука из сундука с лапшой. Я протянула руку. Светка вывалилась из сундука, как пробка из бутылки. «Ты как тут?» – заорала она, обнимая меня и одновременно разглядывая подсобку. «Ой, тут грязно. Ты что, в сортире живешь?» «В подсобке», – ответила я, потому что это было правдой. А разглагольствовать о всем произошедшем у меня не было сил. «Я тебя 2 месяца искала!» Светка уселась на пол, разложив рядом содержимое своей сумки. Лапшу, шоколадку, лак для ногтей и зажигалку. «Мы с девчонками думали, ты в запой ушла. А потом я нашла этот чертов сундук в бабушкином чулане. Он у нас еще со времен войны стоял. И решила открыть. И увидела свет. Твой. Мой свет? Ну, свет из сундука. Я сунула руку, а рука провалилась. Я заорала, дернулась. И тут ты открылась с другой стороны. Мы сидели на полу подсобки, 2 подруги, разделенные 2 мирами и соединенные дырявым сундуком, и молчали. Потом Светка протянула мне лапшу. «Будешь?» «Буду», — сказала я, и это было единственное, что я могла сказать с уверенностью. Так начался межмирторг. Хотя тогда я еще не знала, что это как-то называется. Я просто сидела на полу и держала в руках пачку лапши, которая проделала путь между измерениями, и впервые за полгода не чувствовала себя одинокой. Светка, однако, не могла остаться надолго. Она не знала, почему, но каждый раз, когда она задерживалась в Элдерии дольше нескольких минут, ее начинало трясти, словно от озноба. И в этот раз она вернулась на землю очень быстро. Оказалось, что через сундук можно перемещать только вещи, и только раз в неделю, когда луны совпадают, как выразилась потом местная гадалка, которой я случайно проболталась. Нет, лун здесь было 3, и раз в 7 дней они выстраивались в линию, и сундук открывался в обе стороны. «Значит, раз в неделю», — подытожила Светка, когда я ей это объяснила в следующий раз. «Я давай буду кидать тебе посылки, а ты мне, ладно?» «Ладно», — сказала я. «А что кидать-то?» Светка огляделась, посмотрела на меня, на подсобку, на сундук, и в ее глазах зажегся огонек, который я знала с детства. Это был огонек, который загорался каждый раз, когда Светка придумывала что-то, что заканчивалось либо большой прибылью, либо большими неприятностями. А обычно и тем, и другим одновременно. «Алена», — сказала она медленно, — «ты в магическом мире, верно? Тут есть рубины, золото, всякие штуки, которые у нас стоят, как чугунный мост». «Ну да. А у нас есть зажигалки, косметика и растворимый кофе, который у вас, надо думать, не делают». «Не делают. Вот. И ты понимаешь, к чему я клоню?» И я понимала, и мне стало страшно. Но не настолько страшно, чтобы отказаться. Светка ушла обратно в сундук, прихватив с собой камешек, который я ей дала. Обычный кварц, ничего магического, но на земле он сойдет за сувенир. Камешек этот потом будет продан на барахолке за сумму, которая заставит Светку уронить слезу и позвонить мне. Ну, то есть не позвонить, а постучать по крышке сундука в назначенный день. Вот так все и началось. С лапши, сундука и подруги, которая не умеет держать рот на замке. Первая тестовая продажа состоялась через несколько дней. Светка прислала посылку. Внутри были зажигалки, лак для ногтей, карманное зеркальце в пластиковом корпусе, пачка растворимого кофе и почему-то один носок. Носок был Светкин. Она всегда клала в посылки какую-нибудь дичь для запаха, и я давно перестала спрашивать. Зеркальце я выбрала для первого эксперимента. Обычное пластиковое круглое с цветочком на обороте. Куплено, вероятно, в переходе за сумму,
на которую здесь можно купить разве что кусок хлеба. Я положила зеркальце на прилавок рядом с треснутым горшком и книгой без обложки и стала ждать. Лавка Борныха не отличалась наплывом клиентов. Основной поток составляли бродяги, искавшие теплое место, дети, забегавшие поглазеть на страшные штуки, и редкие искатели древностей, которые уходили ни с чем, потому что древностей у Борныха не было, были только старые вещи, а это не одно и то же. В тот день в лавку заглянула графиня Вирелла. Графиня Вирелла была женщиной неопределенного возраста, которой в Элдере никто не спрашивал, потому что спрашивать возраст у графини все равно, что дергать дракона за хвост. Веселье гарантировано, но непредсказуемое. Она была высока, тонка, носила платье с таким количеством кружев, что, казалось, ее завернули в целую штору. И каждое ее движение сопровождалось шуршанием, достойным осеннего леса. Графиня рассматривала товар с выражением лица человека, который нашел на дороге жука и решает, раздавить его или понести домой. «Это что?» – спросила она, ткнув пальцем в зеркальце. «Зеркало», – ответила я честно. «Зеркало?» Графиня подняла его и заглянула в отражение. Я следила за ее лицом и готовилась к тому, что она фыркнет и уйдет. Вместо этого графиня побледнела, потом покраснела, потом побледнела снова. «Оно не тускнеет!» Я моргнула. «Что? Магия! Моя магия! Я сейчас направила на него малую проверку, и оно не тускнеет. Обычно зеркала от магического осмотра мутнеют за полчаса, а это не реагирует на магию совсем!» Я очень быстро сообразила, в чем дело. Пластик. Обычный земной пластик не содержит ничего, что могло бы отреагировать на магию Элдерии, потому что в нем нет манны, нет заклинательных следов, нет вообще ничего из того, к чему привыкли местные зеркала. Местные зеркала серебряные, стеклянные, зачарованные, а пластиковые – просто пластик. И для местного мага это выглядит так, словно зеркало обладает свойством отторгать магию. Или, как тут сказали бы, отражать любое колдовство. «Это», — сказала я, набирая в грудь воздуха и вспоминая все, что знала о продажах. «Зеркало вечной молодости». Графиня подняла бровь. «Вечной молодости? Ну, не буквально, но отражение в нем не искажается, не тускнеет, не поддается магическим воздействиям. Вы смотрите в него и видите себя такой, какая вы есть. Без магических фильтров, без чар. Чистое отражение. Навсегда». Графиня Вирелла смотрела на зеркальце так, как смотрят на чудо. Она поворачивала его в руках, заглядывала в него с разных сторон, и каждый раз ее лицо отражалось одинаковой, пластиковой, безупречной четкостью. «Сколько?» – спросила она. И вот тут я совершила свою первую коммерческую ошибку, или, наоборот, не ошибку, судите сами. 2 мешочка истинных рубинов, выпалила я, потому что не знала цен и потому что у меня вырвалось. Графиня не торговалась. Она достала из складок платья, откуда, из какого измерения, бархатный мешочек. Развязала его и высыпала на прилавок горсть камней, от вида которых у меня перехватило дыхание. Истинные рубины. Не просто красные камни, а камни, которые по местным поверьям помнят огонь. Они мерцали изнутри, словно в каждом жил маленький светлячок. На земле за один такой камень можно было купить квартиру. А тут их было штук 40. «Достаточно?» – спросила графиня. «Более чем», – выдавила я. Графиня ушла, прижимая зеркальце к груди так бережно, словно несла ребенка, а я осталась за прилавком, глядя на гору рубинов и медленно осознавая, что только что продала кусок пластика за целое состояние.
Борных, когда вернулся и увидел рубины, посидел. Нет, серьезно, у него в бороде появились белые пряди, которых раньше не было. «Где ты взяла это?» — спросил он, имея в виду рубины. «Продала зеркало», — ответила я. «Какое зеркало?» «Пластиковое». Борных смотрел на меня так, словно я только что объявила, что луна сделана из сыра. Потом посмотрел на рубины, потом снова на меня. «Ты или гений, или сумасшедшая. И я не уверен, что это разные вещи». Я склонна была согласиться. Раз в неделю, когда луны выстраивались в ряд, я открывала сундук и помещала туда посылку для Светки, а Светка клала свою для меня. Первую посылку для Светки я собирала дрожащими руками. В мешок пошли рубины, все до единого. Я не удержала ни одного, потому что рассудила так. Рубины в Элдерии — красные камни, их тут полно. А вот на земле это деньги, большие деньги, на которые Светка может купить что? А об этом я написала ей в записке. Писать приходилось от руки на пергаменте. Чернилами, которые здесь делали из сажи и вина. И от этого записка пахла так, будто их писал пьяница в дымоходе. Отвлеклась я. Записка гласила: «Светка, тут рубины. Настоящие. Продавай ювелирам, не сдавай в ломбард. Иди к нормальным. На деньги купи зажигалки. Много. Лак для ногтей. Разные цвета, но прозрачный обязательно. Кофе растворимый, тройной в стиках. Зеркальца пластиковые, побольше. И все, что придет в голову. Будем торговать. Целую». Через неделю, 7 долгих дней, в течение которых я то и дело подходила к сундуку и слушала, нет ли стука, посылка пришла. Светка прислала кучу всего. Зажигалки в коробке, лак целая дюжина флаконов, кофе 5 пачек, зеркальцев 10. В записке было написано: «Аленка, рубины продала. Один за сумму, от которой я упала. А остальные понемножку, чтобы не привлекать внимания. Деньги есть. Все, что просила, и еще кое-что. Подруга-визажистка дала мне косметику. Говорит, это профессиональный люкс. Я не разбираюсь, но упаковка красивая, может пригодиться. Еще купила партию дешевых зажигалок оптом за копейки. И вот что, нужно оформить это как-то, а то я тут уже на рынке торговала, и ко мне подошел какой-то тип и спросил, откуда у меня этнические камни. Я слиняла. Подумай, как легализовать. Целую». Легализовать? Ха! Я сидела в подсобке, окруженная зажигалками и лаком, и думала. Думала о том, что две подруги, одна в магическом мире, другая на земле, только что создали международную корпорацию. Нет, межмировую корпорацию с капиталом в рубинах и товаром в зажигалках. «Это безумие», — сказала я вслух, обращаясь к сундуку. Сундук не ответил, но я и не ждала ответа. Я ждала покупателей. Инспектор магии явился на 5-й день моей торговой деятельности. К тому времени я уже продала 3 зажигалки, как огни бесконечного пламени. Зажигалка, разумеется, не гасла от ветра, что местными было воспринято как чудо. 5 флаконов лака, как нано-броню. Простите меня за это слово, которое я придумала, чтобы звучало загадочно. И 2 зеркальца. Рубины копились. Барных перестал спрашивать, откуда товар, и начал брать процент, что было, на мой взгляд, честно и по-товарищески. Инспектора звали Рейден. Просто Рейден, без фамилии, как у всех здешних магов. Он был высок, черноволос, с лицом, которое никогда не улыбалось. «Ты», — сказал он, входя в лавку и глядя на меня сверху вниз. «Торговка непонятными товарами?» «Я», — ответила я с достоинством. «А что, нельзя?» «Можно», — сказал Рейдан, «если товар легален. Но я чую чужую энергию». «Чужую?» «Не местную, не из соседних королевств, совсем чужую». Он обвел взглядом прилавок. Зажигалки стояли в ряд. Лак для ногтей, флаконы яркие, блестящие, с этикетками.
который я аккуратно заклеивала пергаментными наклейками. Кофе был еще не выставленный, спрятанный под прилавком. И еще флакон лака, который я тестировала. Я накрасила себе один ноготь, чтобы проверить, как лак держится в местном климате, и забыла убрать флакон. Он стоял на краю прилавка, открытый, и из него поднимался запах. Запах ацетона. В Элдерии не знали ацетона. Местные лаки, если их так можно назвать, делались из смолы дерева глов и пахли так, как пахнет свежестрезанная береза. А ацетон пах, как ацетон. Резко, химически. Рейдан потянул носом и нахмурился. «Это что за запах?» — спросил он, беря флакон. «Лак», — сказала я, — «для ногтей». «Для чего?» «Для ногтей, для когтей, для защиты. Вот, смотрите». И прежде чем успела подумать, я схватила его руку, а он от неожиданности не отдернул, и мазнула по одному его ногтю прозрачным лаком. Тишина. Рейдан смотрел на свой ноготь. На среднем пальце правой руки один ноготь блестел, ровно, гладко, как стекло. Остальные обычные. «Что ты сделала?» — спросил он. «Покрыла ноготь защитным слоем», — ответила я. «Прозрачный лак, он защищает». Рейдан поднял руку, повертел ее перед глазами, а потом сделал то, чего я не ожидала. Он направил на свой ноготь боевое заклятие, маленькое, пробное, вроде искры, которое обычно пробивало ноготь насквозь. Искра ударила в лак и отскочила. Отскочила. Рейдан уставился на свой ноготь, потом на искру, которая угасла на полу, потом снова на ноготь. «Нано-броня», — сказала я. «Защитное покрытие, неразрушимое для боевых заклятий». Рейдан молчал. Потом очень медленно поднял на меня глаза. «Ты серьезно?» Я кивнула. «Серьезнее не бывает». Пластик, как и зеркало, не реагировал на магию. Лак обычный земной из супермаркета создавал на ногте пленку, которая была для местной магии чем-то вроде стены, через которую нельзя пройти, потому что в этой стене нет манны, нет магических ворот, нет вообще ничего, к чему заклятие могло бы прилипнуть. Заклятие отскакивало от пластика, как мяч от стены. Рейдан стоял, держа руку перед собой, и молчал так долго, что я начала нервничать. «Можно», — начал он, и я поняла, что он подбирает слова, словно не привык просить. «Можно еще один ноготь?» К концу недели Рейдан привел ко мне всю свою оперативную группу. 7 магов. Суровых, брутальных, плечистых магов, которые я когда-либо видела в своей жизни. А я видела много, потому что в Элдерии маги были чем-то вроде полиции, армии и скорой помощи одновременно. Эти 7 выглядели так, словно каждый из них лично убивал дракона, а потом еще нес его из пещеры пешком. И вот они сидели в моей лавке, на табуретках, которые Борных вытащил из подсобки, и красили ногти. Картину стоит описать подробно. Первый маг, здоровяк со шрамом через все лицо, держал флакончик лака пинцетом. Своими пальцами не мог, потому что руки у него были размером с лопатой. И осторожно, с точностью хирурга, наносил прозрачный лак на каждый ноготь. Его губы были сжаты, брови сведены, и весь его вид выражал концентрацию, достойную алхимика за работой. Второй, помоложе, с рыжими волосами и веснушками, уже покрасил обе руки и теперь дул на ногти, растопырив пальцы веером, как дамочки в салоне. Третий молчал. Он красил ногти левой руки, и его лицо было непроницаемым, как каменная стена. На его коленях лежал меч. «Запах!» — воскликнул четвертый, морщась. «Что за запах?» «Ацетон», — ответила я, — «это побочный эффект защитного эликсира. Он испаряется, потерпите». «Терплю», — проворчал четвертый,
продолжая красить. Рейдан стоял у двери, скрестив руки на груди, и наблюдал. Его ногти, все 10, уже были покрыты. Он не признался бы в этом под пыткой, но я видела, как он время от времени разглядывал свои руки с выражением, которое у любого другого я бы назвала восхищением. «И как долго держится?» – спросил он. «Неделя», – ответила я, – «потом нужно обновлять». «Неделя», – повторил Рейдан. Потом повернулся к своим людям. «Слышали? Неделя защиты, каждый ноготь как щит, понятно?» «Так точно!» — ответили 7 голосов. И здоровяк со шрамом добавил. «А цветной можно?» Я застыла. «Что?» «Ну, прозрачный — это хорошо, но у меня дочь, и она любит, когда у папы ногти красивые». Повисла тишина. Потом рыжий маг фыркнул, потом расхохотался, потом смеялись уже все. Я выдала здоровяку флакон розового лака. Он ушел, сжимая его в руке, как трофей. В тот вечер я сидела в подсобке рядом с сундуком и записывала в тетрадь. Борных подарил мне тетрадь, чтобы я вела учет. Следующие цифры. Продано лака 12 флаконов, получено рубины, изумруды, 3 золотых слитка и 1 магический амулет, который Борных оценил в целую таверну. Бизнес рос, и, как это обычно бывает с растущим бизнесом, вместе с ним росли проблемы. Первая проблема пришла в виде слежки. Конкурирующая гильдия магов, Серое Братство, как их назвали, прознала про неведомый эликсир быстрее, чем я успела продать вторую партию лака. В Эльдерии гильдий было 4. Королевская инспекция, где служил Рейдан, Серое Братство, конкуренты, Орден Зари, целители и свободные маги. Серое Братство первым заметило, что оперативная группа Рейдана перестала получать ранения в бою. Раньше дыры от заклятий, сломанные ногти, маги дерутся руками, и ногти первое, что страдает. Ожоги, теперь ничего. Ногти блестят, защита держится, заклятия отскакивают. Братство начало следить. Я заметила это на 3-й день, когда у входа в лавку появился подозрительный тип в капюшоне, который стоял и читал свиток, не переворачивая его ни разу за 2 часа. «Борных», — шепнула я, — «там шпион». «Знаю», — ответил он, — «он тут с утра. Купил у меня горшок, чтобы не палиться, за 30 серебряных, пусть стоит». Шпион стоял весь день, ушел вечером, пришел на следующий день и на следующий. А потом на 4-й день я услышала шум в подсобке. Ночь, лавка закрыта, Борных храпел на 2-м этаже, его храп был слышен за 3 квартала. Я спала в каморке за прилавком на тюфяке, который был тощим, как совесть должника, но привычным. Шум разбудил меня. Скрежет, шорох и звук открываемой крышки сундука. Я выскочила из-за прилавка, хватая метлу, и влетела в подсобку. Человеческая тень наклонилась над сундуком. Капюшон, плащ Серого Братства, серый с серебряной нитью. «Эй!» — крикнула я. Тень обернулась. Лицо молодое, испуганное, с бегающими глазами. Маг-ученик, судя по всему. Посланный старшими, как мышь, которую запускают в нору, чтобы проверить, нет ли там кошки. Он увидел меня, я увидела его. Сундук был открыт, и из него лился свет. Особенный тот, межмировой, который бывал только раз в неделю. Но сегодня был не тот день. Сегодня луны не совпадали. Сундук открылся, но не полностью. Он приоткрылся, как дверь, в которую дует сквозняк. И в этот сквозняк маг прыгнул. «Стой!» — крикнула я, но он уже исчез. Провалился в сундук, как в воду, и свет погас. Я стояла над пустым темным сундуком и думала, куда он делся? А ответ пришел через 3 дня, когда луны совпали, и сундук открылся как положено. Из него вместе со Светкиной посылкой выпала записка. Записка гласила: «Алена,
Тут у меня в магазине сидит какой-то чудик в мантии. Выпрыгнул прямо из сундука посреди торгового зала. Сначала орал на непонятном языке, потом попытался бросить огненный шар в полицейского, который пришел на вызов. Шар не получился. У него тут магия не работает. Он как рыба на берегу. Все махал руками, и ничего не происходило. Полицейский его скрутил, отвез в отделение. Он в камере сидит. Сидит, машет руками, швыряет невидимые шары, мычит. В общем, у нас проблемы. Приезжай, разбирайся. Целую. Я перечитала записку трижды. Потом села на пол и закрыла лицо руками. Маг из Серого Братства сидел в камере предварительного заключения на земле. В мире, где его мантия выглядит как карнавальный костюм, а попытка бросить огненный шар как публичное хулиганство. С одной стороны, это было смешно, а с другой – катастрофа. Потому что маг, если его допросят, мог рассказать, что? Что он из другого мира? Что есть портал? Что какая-то торговка в Элдерии возит товары между измерениями? Нет, ему не поверят. Но он мог упомянуть меня, мою лавку, мой сундук. Нужно было ехать, то есть лезть в сундук. Я прыгнула в сундук впервые за полгода. Ощущение, как будто тебя протащили через стиральную машину. Меня крутило, трясло, выжимало, и через несколько секунд, которые показались вечностью, я выпала из другого сундука прямо на пол сувенирного магазина. Светкиного магазина. Магазин назывался «Светлана Тур» и торговал всем. Магнитиками на холодильник, брелками, кружками с надписями, шкатулками и, разумеется, этническими украшениями, под которыми подразумевались камешки, которые я отправляла из Элдерии. Светка стояла за прилавком, а перед ней в углу сидел второй полицейский, видимо, на всякий случай, и пил кофе из бумажного стаканчика. «Приехала!» Светка обняла меня, шепча на ухо. «Он в участке, на улице Мира, 2 остановки на автобусе. Говорит на непонятном языке. Его записали в странный и пока держат, переводчика не нашли, потому что язык не опознали. Какой-то диалект, похож на латинский, но не он. Элдерийский язык, поняла я. Он и правда похож на латынь. У нас на земле его не знают, потому что язык из другого мира. «Поехали», — сказала я. Автобус. Обычный городской, с обшарпанными сиденьями и водителем, который вел так, словно мстил пассажирам за что-то. Я сидела у окна и смотрела на город. На асфальт, на вывески, на рекламные щиты. На людей, которые шли по своим делам и не знали, что рядом в каком-то сундуке есть другой мир. Знакомый запах, знакомый шум. Земля. Мне было хорошо и одновременно странно. Словно я пришла в гости в дом, где выросла, и обнаружила, что мебель передвинули. В участке было грязно, накурено и шумно. Дежурный ленивый мужчина с усами, похожими на занавески, посмотрел на меня так, словно я тоже была из странных. «Вы к кому?» «К задержанному, который в мантии. Я переводчик». «Переводчик? И какой язык?» «Эльдерийский», — сказала я, и это было правдой. Меня провели по коридору, мимо камер с обычными задержанными, к последней камере. Маг сидел на лавке. Молодой, лет 20, в мятой серой мантии, с измученным лицом человека, который попал в ад и не понимает за что. Он был бледен, трясся, и, когда увидел меня, вскочил. «Ты!» — заорал он на эльдерийском. «Ты из лавки! Ты знаешь, что это за место? Тут нет манны совсем! Я как рыба без воды!» «Знаю», — ответила я на том же языке. «Сядь, успокойся, я тебя вытащу». «Вытащишь? Обещаешь? Я сделаю все, что скажет, только забери меня отсюда. Тут железные стены, тут люди в синем приходят и светят мне в глаза какой-то палкой. Я не могу, не могу!» «Сядь», — повторила я, — «и слушай». Я достала из кармана 3 стика растворимого кофе. Один протянула магу. «Что это?» — спросил он. «Зелье бодрости. Земное.
Выпей и поймешь, почему этот мир не так плох, как кажется. Макс с подозрением разорвал стик, высыпал порошок в рот, скривился. Потом, через секунду, его глаза расширились. Руки перестали трястись. Он посмотрел на меня с таким выражением, которое я уже видела у Рейдена, когда Аллах отразил заклятие. Изумление. Чистое детское изумление. «Что это за зелье?» «Кофе», — ответила я. «Растворимый, 3 в одном. Добро пожаловать на землю». Вывести мага из участка было проще, чем я думала. Дежурный, услышав, что переводчик готов забрать подопечного на поруки, лишь пожал плечами и протянул бумагу. Маг, а его звали Тел, как он представился, расписался каракулями, похожими на земные, но не совсем. Дежурный не заметил разницы. Он вообще мало что замечал. На улице Тел оглядывался, как ребенок в зоопарке. Машины пугали его до дрожи. Светофор поверг в ступор. Собака, бежавшая мимо, заставила вскрикнуть. Он принял ее за маленького дракона без крыльев. «Тел», — сказала я, — «слушай, ты сможешь вернуться в Элдерию через неделю. Сейчас луны не совпали, портал закрыт. До тех пор ты живешь у Светки, молчишь, не машешь руками, не пытаешься колдовать. И главное, не говоришь никому, откуда ты, понял?» «Понял», — кивнул Тел, допивая кофе, который Светка заварила ему в кружке. «Но... Ты дашь мне еще этого кофе?» «Дам». «Много?» «Много». «Тогда я твой навсегда». Так у меня появился второй помощник. Первый Борных, который помогал ради процента, второй Тел, который помогал ради кофе. Мы вернулись в Элдерию через неделю. Тел прыгнул в сундук первым, с мешком зажигалок на спине и в кепке, которую Светка купила ему на рынке. Кепка была с надписью, которую Тел не понимал, а я не стала переводить, потому что надпись гласила «Царь горы», и это было слишком странно, чтобы объяснять. Из сундука Тел вывалился, встал, отряхнул мантию, кепку не снял и сказал: «Я дома. Тут есть манна. Я чувствую ее». И совсем как ребенок запрыгал на месте. Я вылезла следом, уставшая, но довольная. Дело сделано. Макс спасен. Братство, надо думать, думает, что их ученик умер. Прыгнул в сундук и не вернулся. Пусть думает. Мне так выгоднее. «Тел», — сказала я, — «с этого дня ты работаешь на меня». «Знаю», — ответил он, поправляя кепку. «А кофе будет?» «Будет. Каждый день». «Каждый день?» Его глаза засияли. «Каждый день», — подтвердила я, и в этот момент двери лавки открылись, и вошел Рейдан. Рейдан остановился в дверях, увидел Тела в кепке, и его лицо, которое, как я говорила, почти не выражало эмоций, выразило то, что я могу описать только одним словом — недоумение. «Кто это?» — спросил он, указывая на Тела. «Мой помощник», — ответила я. «Помощник? В кепке?» «В кепке», — подтвердил Тел. «Тел из братства, к вашим услугам». «Из братства?» Рейдан мгновенно напрягся. «Бывший», — добавил Тел, поднимая руки. «Я больше не с ними. Я перешел на другую сторону». «На какую сторону?» Рейдан не расслаблялся. «На сторону кофе», — ответил Тел. И в его голосе была такая искренность, что я чуть не рассмеялась. Рейдан посмотрел на меня. Я пожала плечами. Мол, что поделаешь, кадровый голод берем, кто есть. «Он будет помогать», — сказала я. «Разгружать, носить, охранять». «Охранять?» Рейдан скептически оглядел Тела, который был на голову ниже его. «От кого?» «От тех, кто лезет в сундук по ночам», — ответила я, и Рейдан замолчал, потому что об этом инциденте он знал. Я ему доложила, как положено. С того дня началась тихая, незримая, но совершенно очевидная война между Рейданом и Телом. Рейдан приходил каждый день. Раньше приходил раз в неделю, теперь ежедневно. Проверял товар, задавал вопросы, стоял у прилавка, скрестив руки, и смотрел, как Тел таскает коробки. Тел таскал коробки и напевал земную песню, которую выучил у Светки. Что-то про горы, слов он не понимал, но мелодию насвистывал.
Рыдан мрачнел, Тел светился, а я делала вид, что ничего не замечаю. Однажды Рыдан, не выдержав, спросил: «Зачем он тебе? У тебя есть Борных, у тебя есть я. Зачем еще он?» «Затем, что у меня бизнес растет. А ты инспектор, ты не можешь таскать коробки. Это ниже твоего достоинства». «Могу», — буркнул Рейдан и, к моему изумлению, схватил коробку с зеркальцами и поставил на полку. Одной рукой. Коробка весила пуд. Мышцы на его предплечье вздулись так, что я невольно проследила взглядом и тут же отвела глаза. Тел, наблюдавший из угла, тихо сказал: «А у меня кепка». Рейдан бросил на него взгляд, от которого любой другой маг счел бы за лучшее провалиться сквозь пол. Тел не провалился. Он поправил кепку и стал пить кофе, демонстративно причмокивая. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Борных, наблюдавший эту сцену со второго этажа, спустился вечером и сказал мне: «Девочка, у тебя два мужика дерутся за тебя, а ты торгуешь зажигалками. Ты точно человек?» «Точно», — ответила я. «Человек, который знает, что зажигалки важнее». Борных покрутил пальцем у виска и ушел. Растворимый кофе я начала продавать на следующей неделе. Тейл, освоившись, развил бурную деятельность. Он, оказывается, был алхимиком. Не магом-бойцом, а именно алхимиком. Человеком, который варил зелья, составлял отвары и вообще считал, что смесь важнее заклинания. Когда он попробовал кофе, он понял две вещи. Первое. Кофе не содержит манны. И для местного мага это значит, что зелье работает без затраты сил. Второе. Кофе бодрит так, как не бодрит ни одно местное зелье. Потому что все местные зелья бодрят за счет манны, а манна имеет свойство кончаться. И когда она кончается, бодрость превращается в сонливость, головную боль и желание умереть. Кофе тоже кончался, но его последствия были мягче. Просто усталость без головной боли. Тел предложил назвать кофе зельем бодрости богов. Я сократила до зелья бодрости, потому что богов казалось не слишком, и выставила на прилавок. Первым покупателем был архимаг Орвус, старый, морщинистый, с бородой до колен. Он зашел в лавку не за покупками, а потому что чуял новую алхимию, и это его заинтересовало. «Что это?» — спросил он, беря стик кофе и вертя его в глазах. «Сухой экстракт бодрости», — ответил Тел, который научился моим терминам. «Без затрат манны. Просто добавление воды и готово». «Добавление воды?» Архимаг нахмурился. «Без котла? Без заклинательного круга?» «Без всего», — подтвердил Тел. «Просто добавь воды». Орвус разорвал стик, высыпал порошок в чашку, добавил воды, помешал пальцем и выпил. Его лицо, морщинистое, каменное, медленно изменилось. Сначала удивление, потом восторг, а потом нечто, что я могу описать только как архимаг тронулся умом от счастья. «Это высшая алхимия, без котлов, без манны, просто вода и экстракт. Я чувствую себя так, словно мне снова 300 лет». «А сколько вам лет?» — не удержалась я. 800, — ответил Орвус, не отрывая взгляда от чашки. Через час у моей лавки стояла очередь архимагов с термосами, настоящими, магическими, которые держали температуру не как земные, а вечность. Или пока не разобьешь. Я продавала кофе стиками, по одному за мешочек серебра, по 5 за золотой слиток, по 10 за драгоценный камень. К концу дня у меня было столько золота и камней, что Борных, пересчитав добычу, сел на пол и просидел там молча минут 10, шевеля губами. Рейдан, пришедший вечером, обнаружил меня, сидящей на горе золота, с чашкой кофе в руке и с выражением лица человека, который не верит в реальность. «Хорошо торгуем?» — спросил он. «Хорошо, но есть проблема»,
— ответила я. «Какая?» «Королевский совет по магии. Они узнают и захотят знать формулу». Рейдан помолчал, потом кивнул. «Захотят. И приедут. Скоро». Он был прав. Совет приехал через 2 дня. Королевский совет по магии состоял из 5 архимагов, каждого из которых я боялась по отдельности и всех вместе в особенности. Они явились в лавку в полном составе. 5 старцев в мантиях, усыпанных магическими символами. С посохами, которые светились так, что в лавке стало светло, как днем, хотя был вечер. «Мы», — объявил главный архимаг Селестин, «требуем раскрыть формулу твоего сухого экстракта бодрости». «Зачем?» — спросила я, хотя понимала, зачем. Архимаги не любят того, чего не понимают. А не понимали они того, что не содержит манны. Кофе не содержал манны, и от этого был для них как инопланетный артефакт, загадочный, интригующий и пугающий. «Для проверки», — ответил Селестин. «Мы должны убедиться, что это не темная алхимия и не яд». «Это не яд. Это...» И тут мне в голову пришло гениальное или безумное, или и то, и другое. Я достала из-под прилавка пачку юппи. Помните, был такой? Растворимый напиток, порошок, просто добавив воды. Светка прислала его вместе с кофе для разнообразия. Юппи был в ярких пакетиках. Оранжевый, розовый, зеленый, желтый. На каждом надписи картинка фрукта. Я положила пакетики на прилавок. Архимаги уставились на них. «Что это?» — спросил Селестин. «Разноцветные экстракты», — ответила я. «Тот коричневый для бодрости, а эти для других целей. Оранжевый для остроты зрения, розовый для спокойствия нервов, зеленый для укрепления костей, а желтый для...» «Для чего?» — Селестин подался вперед. «Для радости», — закончила я. И Тел за моей спиной закашлялся, пряча смех в кулаке. Архимаги переглянулись. Потом Селестин взял оранжевый пакетик, разорвал, высыпал в воду, помешал и выпил. Его глаза, и без того яркие, вспыхнули, как 2 пожара. «Вкусно», — сказал он. И это слово, произнесенное архимагом, прозвучало так, словно ребенок попробовал конфету. «Очень вкусно, и... я вижу лучше намного. Детали, которые я раньше различал с трудом, сейчас видны как на ладони». Это был сахар и витаминка. Но архимаги не знали о витаминах. А сахар на их организм, привыкший к скудной магической диете, действовал как энергетический заряд. «Высшая алхимия», – прошептал второй архимаг, пробуя зеленый. «Без ритуалов. Просто добавь воды». Я стояла за прилавком, слушая, как 5 мудрейших магов королевства приходят в восторг от юпи, и думала о том, что Светка, наверное, сейчас смеется так, что соседи стучат по батареям. Совет признал мою продукцию высшей алхимии без использования котлов и выдал мне, внимание, королевскую лицензию на торговлю. Это значило, что отныне я могла продавать что угодно, кому угодно и когда угодно. И никто не имел права меня проверять. Ну, кроме Рейдана, разумеется. Но он проверял не товар, а меня. Каждый день. Приходил, садился у прилавка, молчал, смотрел. Иногда помогал раскладывать товар, иногда красил ногти прозрачным лаком и разглядывал их с выражением, которое у любого другого я бы назвала нежностью. Беда пришла не оттуда, откуда я ждала. Она пришла из земли. Светкина записка, пришедшая через сундук, была короткой и тревожной. «Алена, проблемы. Налоговая заинтересовалась моими доходами. Я продала слишком много рубинов за короткий срок, и кто-то настучал. Пришла проверка. Спрашивают, откуда камни и кто поставщик, почему нет накладных. Я отмазалась, что это наследство от бабушки, но они не верят.
Нужно оформить легальный бизнес срочно. Идею придумай сама там, в магическом мире. Целую. Бизнес-план. Легальный земной бизнес-план для торговли между мирами. Запросто. Я думала 2 дня. Думала, сидя в подсобке, глядя на сундук и перебирая в голове варианты. Открыть ювелирный магазин? Нет, рубины нужно объяснять. Антикварный салон? Тоже нет. И тогда меня осенило. Сувениры. Я напишу Светке. Оформляй сувенирную лавку. Эксклюзивный импорт этнических украшений ручной работы гномов. Гномы звучит экзотически. Ручная работа звучит дорого. Импорт звучит легально. Никто не спросит, откуда гномы. В сказках их полно. Я написала записку, вложила в нее образцы, несколько камешков, кулон, браслет и отправила через сундук. Через неделю пришел ответ. «Аленка, это гениально! Я зарегистрировала ЧП Светлана Тур. Этнические украшения ручной работы. Налоговая отстала. Им показали документы, они кивнули. Продажи растут. Покупатели в восторге. Никто не спрашивает, откуда все берется. Все думают, где-то в горах за границей. Я киваю, прикладываю накладные. Изучи, на случай, если твои местные тоже начнут спрашивать. Накладные. Земные накладные с печатями, подписями и реквизитами. Я держала их в руках в Эльдерии, и мне стало не по себе. Не потому, что накладные были плохие, а потому, что они были слишком хорошие, слишком настоящие и слишком не отсюда. Да, я была права, потому что эти накладные нашел Рейдан. Он пришел не с обычным своим лицом, не с каменным, не с безразличным. Он пришел с лицом человека, который нашел что-то, чего не должно существовать. В руках он держал бумаги. Мои бумаги. Земные накладные, которые я как дура оставила под прилавком, в спешке, не спрятав в подсобку. «Что это?» — спросил он, кладя бумаги на прилавок. «Документы», — ответила я, потому что отрицать было бессмысленно. «Документы», — повторил Рейдан, — «на бумаге, которой нет в Элдерии, с буквами, которых нет в элдерийском алфавите, и с печатями, которых не делает ни одна мастерская королевства». «Откуда ты, Алена?» — спросил он. И это был первый раз, когда он назвал меня просто по имени. Не хозяйка лавки, не ты, а Алена. «Правда? Откуда?» Я молчала. Долго. Долго смотрела на него, на его лицо, на его руки, сильные, с блестящими прозрачным лаком ногтями, и думала, сказать или нет. Сказать — это значит потерять его. Не сказать и потерять его иначе. «О, я не отсюда», — сказала я. «Я знаю», — ответил он. «Я знал с первого дня. С того момента, как почувствовал чужую энергию. Твой товар не отсюда. Твой язык, который ты бормочешь под нос, не отсюда. Даже твой запах и тот не отсюда». «Мой запах?» «Ты пахнешь странно. Ни магией, ни травами, ни кожей. Чем-то чистым, химическим, как твой лак, но слабее». Запах. Он чуял запах. От моих духов, от шампуня, от всего, что я принесла с земли и что медленно выветривалось, но не до конца. «Рейдан, я из другого мира». Тишина, долгая, тяжелая, как камень. «Я знаю», — повторил он, — «но я хотел услышать это от тебя». Он положил бумаги на прилавок, развернулся и ушел. Не хлопнул дверью, не сказал ни слова, просто ушел. И его спина, прямая, напряженная, была красноречивее всяких слов. Он вернулся через 2 дня с моим паспортом, земным паспортом, который я хранила в подсобке в жестяной коробке из-под печенья. Я думала, что спрятала его хорошо. Но Рейдан, видимо, нашел его, когда я отходила от прилавка. Он держал паспорт в руках,
раскрытый на странице с фотографией. «Это ты», — сказал он. «Это я. А это...» Он указал на буквы, на земные буквы, которые он не мог прочитать. «Это мое имя, на моем языке». Рейдан сел. Просто сел на табурет, который стоял у прилавка, и некоторое время сидел молча, держа паспорт в руках. «Ты уйдешь туда навсегда?» — сказал он наконец, и это был не вопрос. «Когда заработаешь достаточно. Когда надоест, когда...» «Когда что?» «Когда поймешь, что этот мир не твой». Я смотрела на него, на его лицо, которое всегда было каменным, а сейчас было мокрым. Нет, не лицо, глаза. В его глазах стояли слезы, которые он не позволял себе пролить, но которые были блестящие, тяжелые. «Рейдан», — сказала я, — «я...» «Не надо, не лги. Не говори, что останешься, если не уверена. Я не прошу тебя остаться. Я просто спрашиваю». Я взяла паспорт из его рук, посмотрела на фотографию, на свое лицо, земное, чужое, далекое, потом на Рейдана. «Этот мир, — сказала я, — стал мне дороже. Ни рубины, ни золото, ни бизнес. Этот мир, эта лавка, этот...» Я замолчала, потому что сказать «ты» было бы слишком, а не сказать было мало. Он понял, потому что маги в Элдерии понимают больше, чем говорят. Он взял мою руку и сжал. Его пальцы с блестящими прозрачным лаком ногтями были теплыми и сильными. «Тогда не уходи», — сказал он. «Не уйду», — ответил я. И в этот момент, именно в этот, самый неподходящий, самый тихий момент, взорвалась стена. Стена взорвалась внутрь. Кирпич, пыль, камни — все полетело в лавку, словно кто-то ударил по ней тараном. Барных заорал наверху. Тел выронил кружку с кофе, а Рейдан оттолкнул меня за себя и выхватил жезл. В проломе стоял человек, высокий, в черной мантии, с лицом изуродованным шрамом, который шел от лба до подбородка, пересекая левый глаз. Глаз был мертв, белый, без зрачка. Правый горел, как уголь. «Мирток!» – прошептал Рейдан. И его голос был полон такого, чего я раньше не слышала. Страха. Не за себя, за меня. «Межмировой контрабандист». «Контрабандист?» – переспросила я. «Лучший», – ответил Рейдан. «И самый опасный. Он торгует между мирами давно, до тебя. Но его товар — оружие, настоящее. Магическое оружие, которое он перебрасывает через порталы и продает тем, кто не должен его иметь. Его искали 10 лет». Мирток усмехнулся. «Рад, что меня помнят», — сказал он. «А ты, значит, новая торговка. Девочка с пластиковыми побрякушками». «Я...» — ответила я, выходя из-за спины Рейдана, потому что прятаться было не в моем характере. «Убирайтесь», — сказал Мирток. «Твой сундук мой. Я давно за ним охочусь. Портал, который работает без затрат манны, без ритуала, раз в неделю. Это золотая жила, и она моя». «Она не твоя», — ответил Рейдан, поднимая жезл. «Она ничья», — сказал Мирток и поднял руки. И тут началось. Мирток ударил первым. Заклятие, темное, тяжелое, похожее на сгусток черного дыма, полетело в Рейдана. Рейдан отбил. Жезл вспыхнул, и дым рассеялся. Но удар был силен, и Рейдана отшатнуло. Тел, к его чести, не убежал. Он схватил первую попавшуюся вещь, пачку кофе, и швырнул в Миртока. Пачка попала ему в лицо. Мирток от неожиданности моргнул, и этого было достаточно, чтобы Рейдан пришел в себя и ударил в ответ. Бой в лавке. Сломанные полки, рассыпанный товар, треснувшие зеркальца. Барных орал сверху, как пожарная сирена. Тел прятался за прилавком и периодически высовывался, чтобы швырнуть в Миртока очередной предмет – зажигалку, флакон лака, кружку. Но Мирток был сильнее, гораздо сильнее.
Он опытный межмировой маг, а Рейдан — инспектор. Пусть и лучший, но инспектор. Разница как между профессиональным боксером и полицейским. Миртока швырнул Рейдана к стене, Телла оглушил заклятием и повернулся ко мне. «Сундук! Где?» «В подсобке», — ответила я, потому что запираться было бессмысленно. «Веди». Он толкнул меня вперед, и я пошла в подсобку. К сундуку, который стоял в углу, закрытый, тихий и словно спящий. «Открой», — приказал Мирток. «Не могу», — ответила я. «Луны не совпали. Сундук открывается только раз в неделю». «Знаю, поэтому я его взорву». «Взорвешь?» «Портал нельзя открыть силой, но можно разрушить. Если взорвать сундук, портал схлопнется, и оба мира пострадают. Граница между ними нарушится, экономики рухнут, магия хлынет на землю, а земные вещи в Элдерию. Хаос, красивый разрушительный хаос. А я соберу остатки и построю новый портал под своим контролем». Он собирался взорвать сундук и поработить оба мира. Я стояла перед ним, без жезла, без магии, без ничего, кроме содержимого подсобки. А содержимое подсобки было земным. Лак для волос, зажигалка. Рейдан как-то учил меня: в бою используй то, что есть, не то, чего нет. Есть зажигалка и лак для волос. Значит, есть огнемет. Мирток стоял над сундуком. Черный шар в его руке рос, набухал, как нарыв, и от него шло тепло, злое, обжигающее, неестественное. Я стояла у полки за спиной у Миртока. На полке флакон лака для волос, большой, со вспылителем, и зажигалка лежала рядом. Движения мои были не быстрыми, но точными, как у человека, который знает, что у него один шанс. Всего один. Левая рука схватила зажигалку, правая — лак. Большой палец левой щелкнул, огонек, маленький, трепещущий, земной. Правая рука подняла флакон, направила и нажала. Струя лака вылетела из распылителя, прошла через огонек зажигалки и вспыхнула. Огненная струя ударила Миртока в спину. Он закричал. Не от боли, а от неожиданности. Земной огонь не был магическим. Он не нес манны, и его нельзя было отразить заклятием, потому что нечего было отражать. Это был просто огонь. Горячий, жадный, обычный. Мирток отшатнулся, выронил черный шар, тот покатился по полу, оставляя выжженные следы, и повернулся ко мне. Его лицо было перекошено от ярости. «Ты!» — заорал он. «Я», — ответила я и нажала еще раз. Вторая струя в лицо. Мирток закрылся руками, зашатался, отступил. Нога его зацепилась за сундук, он падал. Прямо назад, в сундук. Крышка была приоткрыта. Того, что было, хватило. Мирток провалился в сундук. Он кричал, хватаясь за края, и застрял. Застрял телом. Плечи были шире отверстия, и он застрял, как пробка в бутылке. Черный шар, который он выронил, покатился к сундуку, ударился о край и взорвался. Нет, не взорвался, лопнул, как мыльный пузырь, но последствий хватило. Сундук тряхнуло, Мирток закричал и исчез, провалившись полностью. Сундук засветился. Не мягким межмирным светом, а резким белым, ослепительным, как молния. И тогда началось самое страшное. Воздух будто треснул. Ни стена, ни зеркало, воздух. Трещина, тонкая, как волосок, появилась в пространстве, прямо посреди подсобки. За трещиной было видно другое место. Я увидела улицу, земную улицу, дома, деревья, людей, идущих по тротуару, а на другой стороне трещины Элдерию, башни, крыши, булыжную мостовую. Трещин становилось больше. Они расползались, как паутина, по всему пространству, и в каждой было видно либо землю, либо Элдерию. Либо, страшнее всего,
Обе одновременно, наложенные друг на друга, как две картинки на одном холсте. «Портал нестабилен», — сказал Рейдан, появившийся в подсобке. Он был бледен, но стоял. Мирток заблокировал его своим телом. Он застрял между мирами, и теперь портал расширяется. Что значит расширяется? Значит, что скоро он поглотит оба мира. Граница между измерениями рушится. И если ее не запечатать, Что? оба мира перестанут существовать. Вместо них будет один, смешанный, сломанный и мертвый. Я смотрела на трещины. Сквозь одну из них я видела реку, большую, полноводную, с мостом, с кораблями. Это была земная река, та, на берегу которой я выросла. А сквозь соседнюю трещину — Элдерийскую реку, узкую, с белыми камнями на дне и с магическими рыбами, которые светились в темноте. Два мира, и оба гибнут. «Что делать?» — спросила я. «Запечатать сундук», — ответил Рейдан. «С одной из сторон полностью, окончательно и навсегда». «Запечатать? Значит, если запечатать с этой, я останусь здесь, а земля отрезана? «Да». А если 100, я останусь там, а Элдерия отрезана. «Да». И в любом случае я больше не смогу перемещаться. «В любом случае». Я смотрела на сундук. Он светился, дрожал, трещал. Из него лился свет, уже не межмирный, а хаотичный, белый, слепящий. Трещины расширялись, время уходило. Я должна была выбрать. Выбрать землю значит вернуться домой, к Светке, к асфальту, к растворимому кофе и к обычной жизни. И отрезать Элдерию навсегда. Потерять Борных, Отелло, лавку, бизнес, все. Если выбрать Элдарию, остаться здесь, с магией, с рубинами, с лаком для ногтей и с Рейданом. И отрезать землю навсегда. Потерять дом, потерять все земное. Я стояла, и слезы текли по моему лицу. Я не вытирала их, потому что руки заняты. В одной зажигалка, в другой флакон лака, и я не могла отпустить ни то, ни другое, потому что оба предмета были как часть меня, земная и эльдерийская, обе. «Я останусь», — сказала я. «Здесь?» — спросил Рейдан. «Здесь». И я шагнула к сундуку, чтобы закрыть крышку. Я протянула руки. Крышка была тяжелая, дубовая, окованная медью. Тяжелее, чем мне помнилось. Или, может, мне казалось. «Нужно закрыть с этой стороны», — сказал Рейдан, — «и держать, пока не запечатается». «Держать? Долго?» «Не знаю, может, минуту, может, час, пока портал не схлопнется». Я потянула крышку, она не поддавалась. Из сундука шел свет, сильный, как ветер, и он давил на крышку, не давая закрыть. «Помоги», — сказала я, и Рейдан положил руки рядом с моими. Вместе. Мы тянули вместе, и крышка поддавалась, медленно, по сантиметру. Свет тускнел, и трещины в воздухе начинали затягиваться, медленно, как раны на живом существе. «Давай, давай, еще немного», — шептал Рейдан. Крышка закрылась наполовину. Свет ослаб. Трещины затянулись наполовину. Я больше не видела земную улицу, только смутные тени, как сквозь туман. Еще немного. Свет тусклый, как свеча. Трещины тонкие, как нити. «Почти», — сказал Рейдан. И тут сундук дернулся. Изнутри кто-то или что-то колотило в крышку, не давая закрыть. Мирток. Он был внутри, между мирами, живой, яростный, и он не хотел, чтобы портал закрылся. «Он сильнее!» — крикнула я. «Я не могу!» «Можешь!» Рейдан перехватил крышку. Его руки оказались поверх моих, и он навалился всем телом. «Давай, вместе!» Мы навалились. 4 руки на одной крышке. Его лицо рядом с моим, его дыхание, горячее, быстрое. Его глаза смотрели на меня, и в них было то, чего раньше не видела. Не боль, не страх, любовь.
простая и ясная, как свет. И тут крышка закрылась. Щелчок. Замок, тот самый ржавый, щелкнул, словно ожил, и встал на место. Свет погас, трещины затянулись, и воздух стал обычным, темным, пахнущим мышами и сыростью. Тишина. Полная, абсолютная, оглушающая. Я стояла, держась за крышку, и не могла пошевелиться. «Готово», — сказал Рейдан. Сундук под нашими руками дрогнул в последний раз и замер. И начал меняться. Медь оковы потемнела, осыпалась, как старая краска. Дуб побелел, стал мягким, обычным. Магия уходила из него, как вода из дырявого кувшина. И через минуту перед нами стоял не волшебный сундук, а обычный деревянный ящик. Старый и тусклый. Портал был закрыт навсегда. Я разжала руки, посмотрела на свои ладони, на Рейдана. Он посмотрел на меня. «Ты осталась», — сказал он. «Я осталась», — ответила я. И заплакала. Не от горя, от облегчения, от усталости, от того, что все кончилось, и я жива, и он жив, и мир, пусть один, но цел. Рейдан обнял меня, просто, без слов, без церемоний, как обнимают человека, который только что прыгнул с обрыва и нашел, за что ухватиться. В подсобку ввалился Тел, с синяком на лбу, в изодранной кепке, но живой. За ним Барных в ночном колпаке и с топором, который он, видимо, держал под подушкой. «Что случилось?» — крикнул Барных. «Портал закрылся», — ответила я. «Закрылся? Совсем?» «Совсем. Навсегда? Навсегда». Значит, товара больше не будет?» — сказал Барных. «Не будет», — подтвердила я. «И зажигалок?» «И зажигалок. Те, что есть последние». Барных вздохнул, А потом, к моему изумлению, улыбнулся. «Ну и ладно. Зажигалки — это ерунда. Главное, все живы. Пойдемте чай пить. Я, конечно, гном, а не маг, но даже я знаю, что после такого надо пить чай». Тел поднял руку. «А кофе?» У меня остались запасы. Небольшие, но достаточные. 2 коробки зажигалок, полпачки кофе, несколько флаконов лака, 3 зеркальца и 1 юпи. Зеленый, который я приберегла на случай, если кому-то понадобится укрепить кости. Этого должно было хватить, чтобы начать заново. Не торговлю между мирами, это было кончено, а торговлю здесь, в Элдерии. Без портала, без Светки, без земных поставок, но с земными идеями. Идеи. Вот что было по-настоящему ценным. Не зажигалки, не лак, а идеи. Знание о том, как устроен мир. Другой мир. Технологический, без магии. И как его принципы можно применить здесь. Тел, мой алхимик-кофеман, стал первым, кто начал переводить земные идеи на эльдерийский язык. Кофе он заменил местным аналогом, обжаренными зернами дерева глов, растертыми в порошок и заваренными в кипятке. Получилось не идеально, без кофеина, но после 3-й попытки Тел добавил мед и молоко, и напиток стал неплох. Не кофе, но близко. Зеркальца последние 3 я продала по тройной цене и больше не выставляла. Пластик кончился. Но Тел, опять золотой мой Тел, нашел способ делать зеркала из местного стекла, покрывая их тонким слоем серебра так, чтобы они не реагировали на магию. Не так хорошо, как пластик, но достаточно, чтобы графиня Вирелла и ее подруги продолжали покупать. Лак, последний самый ценный товар, я оберегла. Продавала по флакону в месяц, каждый за целое состояние. Когда лак кончился, Тел начал экспериментировать со смолой, пытаясь воспроизвести неразрушимое покрытие. Получалось плохо. Местная смола не была пластиком и реагировала все-таки на магию, хотя и слабо. Но Тел не сдавался. Он варил, мешал, пробовал. И однажды, через 3 месяца,
У него получилось. Не лак, но покрытие защитное. Не такое прочное, как земное, но достаточное, чтобы заклятие не пробивало ноготь с первого удара. «Нано-броня-2», — сказал он, подавая мне флакон с мутноватой жидкостью. «Годится». Бизнес продолжался. Другой, не межмировой, но мой. Наш, эльдерийский. Светке я не могла написать. Портал был закрыт. Но я помнила ее и знала, что она где-то там, на земле, сидит в своем сувенирном магазине, пьет кофе из бумажного стаканчика и, может быть, вспоминает меня. Я скучала по ней каждый день. Но скучать не значит умирать. Скучать значит жить с дыркой в сердце, через которую дует, но жить. Через год после закрытия портала я открыла торговый центр. Не лавку, не ларек. Торговый центр. Двухэтажное здание в центре Элдерии, на площади с вывеской, которую Рейдан, мой муж, да, к тому времени мы уже поженились, и церемония была, мягко говоря, необычной, но об этом в другой раз, начертал магическими буквами. Межмирторг. Название пришло ко мне во сне, или точнее в отсутствии сна. В одну из тех ночей, когда я лежала без сна, думала о Светке, о сундуке, о двух мирах, которые были соединены одной деревянной крышкой. Межмирторг. Торговля между мирами. Пусть миром больше не два, пусть один, но память остается, и название тоже. Торговый центр торговал всем. Земные товары, последние, драгоценные, за которые платили золотом и камнями, были в витрине на втором этаже, за стеклом, как музейные экспонаты. Зажигалка, последняя, стояла на бархатной подушечке и стоила целое поместье. Флакон лака, тоже последний, был запечатан в хрустальную колбу и был оценен в 1 замок с прилегающими землями. Кофе? Нет. Кофе Тел варил свой, местного производства, и продавал в нижнем зале, где стояли столики, и архимаги по-прежнему приходили с термосами. На первом этаже товары местного производства, но по земным технологиям. Зеркала, сделанные по новым методикам, покрытие для ногтей, нано-броня 2-го поколения. Бодрость без манны, кофейный напиток Тела, который стал популярнее, чем любое зелье. И новинка – сухие экстракты. Порошки, которые Тел научился делать из местных трав и которые при добавлении воды давали напитки разноцветные и полезные. Не юппи, но близко. И местные покупатели, не знавшие разницы, были в восторге. Я стояла у входа в Межмирторг в день открытия и смотрела, как люди входят. Графиня Вирелла, первая, разумеется, в платье с еще большим количеством кружев. Архимаг Орвус с термосом, разумеется. Рейдан, рядом со мной, разумеется, с блестящими прозрачным лаком ногтями и с кольцом на пальце, которое я сделала из последнего земного зеркальца, разбив его и вставив осколок в серебряную оправу. «Ну, — сказал Рейдан, — поздравляю». «С чем?» «Тем, что ты построила. Не торговый центр. Жизнь. Здесь, с нами, со мной». Я посмотрела на него, на его лицо, которое, оказывается, умело улыбаться. И улыбка была редкой, но прекрасной. На его руки сильные, с кольцом и блестящими ногтями. На его глаза темные, глубокие, в которых больше не было боли, а было спокойствие, теплое, ровное, как огонь в камине. «Поздравляю», — повторил он и поцеловал меня. И люди вокруг захлопали. Эльдерийцы, надо сказать, хлопают громко и долго. И я была счастлива, по-настоящему. Не потому, что у меня был торговый центр или золото, или бизнес, а потому, что у меня был мир. Один, но мой. И муж. Один, но мой. И друзья. Барных, Тел и даже графиня. Все мои. И все было хорошо. До последнего дня. Последний день начался как обычно. Я сидела в кабинете на 2-м этаже Межмирторга, подписывала бумаги, местные, пергаментные,
и пила бодрость без манны из кружки, которую Тел подарил мне на день рождения. На кружке было написано «Просто добавь воды». И тут в кабинет вбежал принц Кот. Принц Кот – это была местная достопримечательность. Он был говорящим котом, который принадлежал королю и имел титул принца, что в Элдерии никого не удивляло, потому что здесь говорящие коты – обычное дело, а вот не говорящие – редкость. Он был рыжий, толстый, с короной на голове, которую носил на бекрень, и с манерами, которые были хуже, чем у любого аристократа. «Алена!» — крикнул он, запрыгивая на стол и сбивая стопку бумаг. «Иди сюда, скорее!» «Что случилось? Опять архимаги спорят из-за бодрости?» «Нет, хуже. Под полом». «Под полом?» «Под полом новой лавки, я слышал. Кто-то стучит». Я застыла. Кружка в моей руке дрогнула. «Стучит?» — повторила я. «Изнутри?» «Да». Принц Кот дернул хвостом. «Тук-тук-тук, как тогда, как в старом сундуке». Я встала медленно. Ноги были ватными. Сердце билось в горле ком размером с кулак. Как тогда, как в старом сундуке. Рейдан вошел в кабинет. Он услышал крик кота с первого этажа. Его лицо, спокойное, привычное, напряглось, когда он увидел мое. «Что случилось?» «Под полом», — сказала я, — «кто-то стучит». Рейдан посмотрел на меня, потом на кота, и в его глазах впервые за долгое время я увидела то, что видела год назад в подсобке над сундуком. Не страх, изумление, чистое, острое, детское. «Третий мир», — сказал он. «Третий», — повторила я. Мы стояли в кабинете, я, он и принц Кот, который сидел на столе. И за окном светило эльдерийское солнце, и где-то, может быть, под полом, может быть, между мирами, может быть, в каком-то новом сундуке, которого мы еще не нашли, кто-то стучал. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!